Увязнув по колено в болоте, бесстрашный мужчина спас щенка, привязанного к дереву, веревка уже впилась малышу в шею. Кто мог так бесчеловечно поступить с этим маленьким чудом? К счастью, он попал в надежные руки. Джесси Клейборн привык к звукам дикой природы, часто доносящимся с болота неподалеку от его дома в Северной Каролине, США. Обычно он не обращает на шум внимания, но в этот раз она услышал то, из-за чего бросил все дела. Мужчина вешал белье снаружи, как вдруг услышал тонкий плач из зарослей. Он пошел на звуки, преодолев вязкое болото и камыши, и заметил щенка, одиноко сидевшего на клочке суши. Малыш был привязан к дереву и отчаянно звал на помощь. Веревка, которой привязали щенка, уже впилась в его шею. Джесси знал, что пути назад нет, и поэтому бросился в болото по колено и порвал веревку карманным ножом. Неизвестно, сколько времени щенок провел в болоте. Веревка поранила его шею, а его шерсть и уши были облеплены насекомыми, что могло навредить его здоровью. Кроме того, Джесси обнаружил химические ожоги на ушах и хвосте крохи. Если бы мужчина не услышал его плач, маленький щенок мог стать жертвой диких койотов, которые часто бродят в этих местах. Когда я брал его на руки, он просто спокойно лежал и смотрел на меня. Он был так рад тому, что кто-то нашел его, вспоминает спасатель. Джесси отнес Нэша, как он назвал щенка, домой, помыл, накормил, а позже показал его ветеринарам. Выяснилось, что щенку было около 2 месяцев. В клинике ему назначали антибиотики и лечение от ранок. Всего за неделю маленький песик сделал быстрые шаги к выздоровлению, а сейчас завершает процесс восстановления уже в приемной семье. По словам семьи, у которой Нэш живет на передержке, первое время он был очень робким, но постепенно привыкает к новым людям, уже радостно виляя хвостом. Нэшу нравится играть с другими собаками. Опекуны Нэша заметили, что на этом малыше остался отпечаток прошлого, ведь в его глазах по-прежнему есть страх и недоверие. Кроме того, песик слабо реагирует на звуки, из-за чего создается ощущение, что он глухой. По словам ветеринаров, есть шанс того, что слух вернется к нему. Несмотря на пройденные трудности, скоро Нэша ждет встреча с его новой семьей, и мы очень надеемся, что этот малыш больше никогда не почувствует себя одиноким. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!